Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и, конечно же, за нашими встречами с Максимом Гольдером. Максим на связи, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Начать я предлагаю сегодняшний разговор с операции под чужим, серым, черным, черно-селым, серым флагом, которая произошла в Москве. Только отрубили Абу-Даби, все говорят о конструктиве, пошел обмен военнопленных, в общем, как бы все хорошо в этом отношении и требуют продолжения банкета уже где-то в Америке. То есть эти встречи, я так понимаю, будут регулярными. По сути, да, как бы решения нет, но все куда-то движутся. И движутся вроде как в направлении какой-то договоренности. Как в Москве стреляют в спину заместителю главы переговорной группы от Российской Федерации. Речь идет о ГРУ, да, разведчиках, которые там правят бал на этих переговорах. В общем-то, в подъезде дома, да, как бы там сейчас есть ряд подробностей, что там в уборщицу переодет был человек, то ли женщина, то ли мужчина, сейчас все выясняется, стрелявший скрылся, но сразу все как бы переполошились, погодите, ровно вчера Зеленский утверждал какие-то новые планы ответов, спецоперации по территории России с главой СБУ, до этого говорил, что будем ослаблять противника, но не за счет же очень близкого профессионально круга главы переговорной группы на фоне таких успешных переговоров. Ну и тут уже сразу понеслась, источники, СМИ в Украине говорят, это кто-то, какая-то третья сила хочет наломать дров. И как бы это голос идет со стороны Киева. Пока нет официальных подтверждений или опровержений со стороны Украины на момент нашего разговора, но тем не менее ситуация из ряда вон. Получается, кто-то правда заинтересован в том, чтобы россияне хлопнули дверью и вышли из любых переговоров, и, в общем-то, начался новый виток эскалации. Или в чем смысл? Таких совпадений не бывает. И хлопнули чем-нибудь уже другим, да? То есть тем, чего какие-то негодяи давно-давно ждут, чтобы это было применено по Украине. Давно, видно, не применялось, с 1946 года, это стало быть сколько? 80 лет, да? Считай, трагический юбилей. И вот кто-то хочет на 80-летие применения первого и пока еще последнего американцами против японцев ядерного оружия, хотят, по-видимому, очень сильно, чтобы что-то похожее было применено или хуже по Украине и украинцам. Я тоже не верю в совпадение. В 1914 году Первая мировая началась из-за того, что стреляли в эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Особо ничего не значащий на мировой арене политик на тот момент. Да, он там был наследником, но не больше. Но к чему это привело? К первой страшной войне 20 века. 1918 год. Тогда эсэр Блюмкин стреляет и бросает гранату в немецкого посла в Советской России фон Мирбаха. Того убивают. Сделано это было для того, чтобы возобновить войну между Россией и Германией. Эти примеры я привел для того, чтобы, первое, понимать, как из одного выстрела или из одного действия преступного может разразиться страшная война. А второе, чтобы показать, что история подобные вещи знала, и ответ на подобные покушения, вернее, не ответ, а задача подобных покушений исключительно, на мой взгляд, одна. Нарушить то или иное начало, течение мирных переговоров, хоть на какой-то стадии, а тем более, если они действительно начинают из себя представлять что-то более-менее разумное и неформальное, а уже более-менее реальное. В таких вещах всегда задаваться надо вопросом, кому выгодно. Я помню 22 год, я помню радость всех, когда украинская группа полетела в Турцию, русская группа полетела в Турцию, и мы все ожидали, что сейчас этот бред, который начался, он прекратится. Договорятся.
так или иначе договорятся, самое главное, не будет убийств и разрушений. Но негодяй, в чью честь дебилы, в Киеве назвали улицу, Джонсон выступил. Я не думаю, что он сам был такой. Он такой же бычок, как и другие, которых мы сегодня вспомним. Но между тем он тогда надавил, как говорят, на Зеленского, и Арахами это подтверждает. И Зеленский дал команду свернуть переговоры. Так вот, я к тому, что первое, кому выгодно, это тем ястребам войны, которые до сих пор считают, что война в Украине не принесла им своей окончательной пользы. А я уже говорил, что, на мой взгляд, эта польза, в кавычках, или для них они видят такую пользу. Это максимальное ослабление, если не развал, и в дальнейшем уже в том или ином виде захват России и ее ресурсов. Кто-то из тех, кто затеял всю эту бойню, считает, что инструментарий под названием Украина не полностью сыграл свою роль. Это первое. И второе, кому может быть выгодно, я сейчас приведу вчерашние слова Зеленского, который сказал о том, что он ожидает мир в 2027 году. Почему к 2027 году, когда все люди ожидают его сейчас, в 2026 году? И причем он говорит о том, что он ожидает достижения мира дипломатическим путем. Интересный подход. Дипломатическим путем мир можно достигнуть намного быстрее, если на самом деле вкладывать в смыслы дипломатии, в смыслы обмена делегациями реальные желания мира. Почему 27 год? Сейчас группы начали переговариваться. Глава украинской группы Буданов говорит о том, что эти переговоры конструктивные. Это уже хорошо. Русские это говорят. Более того, Уитков, который, как говорили о нем, он всегда верит во все хорошее, и даже если совсем все плохо, да. Но и тот, который был расстроен предыдущими переговорами в Абу-Даби, после этих заявил о том, что в течение нескольких недель они ожидают хорошие подвижки по движению к заключению мира. Итак, все настроены или говорят как минимум о том, что мир в ближайшее время реален, и над этим нужно работать. И тут Зеленский говорит, да, в 27-м мы ждем мир. Почему в 27-м? Почему не сейчас? Я привел пример его фразы к тому, чтобы в очередной раз подчеркнуть правильность слов Словака Фицо, который сказал после встречи с Зеленским: «Я никогда не видел человека, который так боится, что война закончится». Так вот, это пункт номер 2. Тех выгодоприобретателей, которым необходимо раскачать ситуацию и сделать так, чтобы россияне перестали задумываться о мирных переговорах с Украиной. В общем-то, история повторяется. Кстати говоря, Блюмкин, который стрелял в Мирбаха в 1918 году, несмотря на то, что он стал легендой советской разведки, потом все равно плохо закончил. Его репрессировали и очень быстро расстреляли. Все оно спиралеобразно в этом смысле слова. Что хочу сказать. Вы абсолютно верно подметили, что покушение не на представителей иного рода войск, там, пехоты или что там еще, адмирала какого-нибудь, ВМФ, ВВС, а именно на заместителя начальника военной разведки России, того самого начальника, который возглавляет российский мирный переговорный блок на сегодняшний день. Назвать это случайностью просто нереально, на мой взгляд. Насчет третьей стороны, которую пытаются изобрести, мне кажется, нет. И вообще,
это уже профессиональное. Когда кто-то слишком громко кричит, смотрите туда, 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 там вор, там бандит, 100% тот, кто кричит, скорее всего, как минимум имеет отношение к преступлению. Ну, Лавров уже вышел, говорит, это Киев виноват, он пытается сорвать переговоры, которые наметились. Прокомментировал это покушение на Алексеева. Вообще, конечно, мы приходим к такому очень печальному итогу. Абу-Даби. Вот я заметил, хочу, чтобы вы тоже поделились впечатлением. Складывается впечатление, что вот народом не просто, ну, постоянно с вами говорим, там, народом играют, там, интересы, там, в общем, плевать на жизни людей. Вот смотрите, пока было интересно раскручивать страдающих бабушек в мерзлых квартирах, о том показывать или рассказывать о том, что да, там варвары русские превращают. Вот было интересно, все рассказывали, тиражировали эту информацию. Сейчас перестало быть интересно после вот этого Абу-Даби. Ну, как-то показывают какие-то карты, а там, например, пол левого берега без тепла. Ну и все, работают. Зеленский селектор проводит, там Кличко что-то говорит, все начинают как бы такие посылы, интересно, ну, меня, если честно, раздражают. Да, хотя там, да, я пребываю не в Украине, но тем не менее, я представляю, как раздражают там внутри. Понимаете, когда говорят, вот солнышко придет, весна принесет нам и победу, и тепло, и вот недельку надо две продержаться, и все будет хорошо. Энергетические эксперты. И забрасывают там новые интересные приколы, что если у тебя есть какая-то зарядная станция, то ты будешь больше платить за то, что ты хранишь, типа, электроэнергию. То есть люди же как подзаряжают аккумуляторы, Ну, конечно. пытаются как-то выжить, а они уже забрасывают вот сюда удочку, понимаете? То есть Зеленский выходит и говорит, 55 тысяч убитых, причем делает такое лицо по Станиславскому, прям, знаете, вот это все, вот прям изображает эту боль. 55 тысяч за 4 года. И все так смотрят и говорят, ну да, сколько там у нас, 20 тысяч городов, да, там по 3 могилы на город в среднем. Ну да. Ну, как бы, ну, конечно, чего, надо... Ну, спецдел в очередной раз. Ну что ж, Ну, уже всем рукой на это махнули, просто понимают, что никогда правды от него не услышат. Ну, во всяком случае, сейчас. и в этой связи вот главный вывод. Вот пока нужен народ с картинкой страданий, сопереживаний, единства или наоборот каких-то, вот его используют. Как только не нужен, он уже в ящике в долгом, задвинут в сторону, и там бросают вот эти кости типа общественных обсуждений, например, там про ТЦК. То есть растет же история. Да, там растет отлов, уже там стрельба поножовщина в информационных сводках там чуть ли не через день. Кто-то в кого-то выстрелил, кто-то чего-то. Полиция выходит, говорит, каждый день нападают на ТЦКшников. То есть уже же не ПСО, уже всем все понятно. Ну и вот вы тут занимаетесь, да, когда надо, чтобы вы пострадали, мы вас на весь мир покажем, потом немножко как бы засунем назад. Скотское какое-то отношение. Получается, что когда Зеленскому говорил Трамп, у тебя нет карт, да, есть у него карта, и он ей мастерски играет. То покажет, то засунет назад. Мы с вами обсуждали, ну, давайте с конца. Мы с вами обсуждали его персоналию и пришли к выводу, к тому, что он на самом деле заматерел за эти годы. На его артистический талант наложился колоссальный опыт вот этой ситуации. Это никуда не денешь. Он умный и талантливый человек. Сейчас еще раз, я не говорю, что он хороший человек. Я не даю такой характеристики. Я взвешиваю то, что вижу, зачем наблюдаю, за его действиями, за его словами, за его профессиональным ростом. Он прекрасный манипулятор, он отлично чувствует сцену, он отлично чувствует зрителя, он умеет делать постановочные кадры, как вы сказали, умеет мимикрировать, умеет изображать гримасы те или иные. Все это он умеет на хорошем уровне, плюс Трамп сам его обозвал великолепным, талантливым торгашом. Я думаю, что все это
правда, и у него это все получается, и он умеет манипулировать и зрительской массой, ее желаниями, и ею в целом с точки зрения объектива, фотографий, видео и так далее. Ничего не попишешь. Вот он такой. Тут, тут вопрос просто заключается в том, что... Вернее, не вопрос, а ответ на ваш вопрос или на ваше предложение обсудить заключается в том, что действительно народ Украины абсолютно используемый народ. Я не знаю, как в других странах, но я сейчас констатирую ситуацию в нашей стране. Абсолютно используемый народ для достижения кем-то своих целей. Зеленский достиг своей цели, он получил немеренную власть и огромные богатства. И его окружение тоже. Миндичи и прочее жулье. Те, кто на Западе планировал палкой потыкать в берлогу, получили эту самую палку из Украины и украинцев. И им глубоко похрену, сколько там еще погибнет. Им это неинтересно. Это вообще не считается. Кто бы там в телевизор не выл, не завывал, как ему жалко о том, сколько уже полегло. Это все исключительная постановка и просто для красного словца. Им нужен результат, они его добиваются. И тем более хлопают в ладоши, когда инструментарий сам готов идти на погибель. Они просто балдеют от этого. Кроме того, на сегодня, смотрите, ситуация в Украине сложилась таким образом, что очень сложно людям, которые понимают происходящее и пытаются вывернуться из-под уготовленной им кем-то судьбы трагичной, да, они оказываются либо в списках запроданцев российских, либо в списках дезертиров, либо в списках уклонистов, в тюрьмах, убиты, либо вынуждены, если еще можно, покинуть Украину как можно быстрее, чтобы просто выжить. Система подавления людей в руках Зеленского. Я специально убираю слово правоохранительная система, потому что это не правоохранительная система. Это уже давно система карательная, система подавления населения, система подавления украинцев. Ни больше, ни меньше. Она в руках Зеленского. Армия, тоже я это говорил, что она на зарплате. И перекрыть эту зарплату, а значит перекрыть возможность для кормления семей военными, выживания, очень несложно. Те, кто дают деньги, те и заказывают музыку. Поэтому люди сейчас заперты в этом свиточе демократии посреди Европы. И очень сложно, конечно, требовать от них какого-то сопротивления и чего-то, потому что это все смертельно опасно. Что касается вашего замечания по поводу картинок, как их рисуют, тут, без сомнения, умение постанавливать кадры, умение постанавливать кино давно известно. Оно было опробовано в свое время в Сирии, до этого в Ливии, до этого в Южной Америке специалистами по гражданским войнам, по переворотам. Плюс к этому, если добавить артистизм команды Зеленского, его квартала и его советников. Тут еще один момент. Я думаю, что уходит из паблисити тема замерзающего Киева по той причине, что киевляне утомились слушать, что это Путин виноват. И с каждым разом жители все больше и больше свой гнев поворачивают в сторону власти, в сторону Зеленского и в сторону Кличко. Они понимают, до людей начинает доходить, что Путин Путиным. А зачем же и где же тогда власть, если она не в состоянии, первое, была защитить системы энергогенерации в столице, не говоря уже о других городах. И второе, если она не в состоянии восстановить это все. Мы как-то с вами говорили о том, что энергетика в Украине принадлежит частному лицу или нескольким частным лицам. Стратегическая отрасль. Отрасль выживания страны, а потом ее развития, она принадлежит частным лицам. Вместо того, чтобы быть в руках государства, и раз так,
максимально получать помощь от государства всеми возможными средствами и службами. Понятное дело, что ДТЭК тоже показывает свои картинки и говорит, что вот наши энергомонтеры, они всегда на вызовах и так далее. Это все понятно. И, скорее всего, так и есть. И монтеры на вызовах, и люди к ним сочувственно и с уважением относятся. Но глубочайшей стратегической ошибкой являлась передача энергетики и всего того, что генерирует, транспортирует энергию в руки частных лиц. Мы уже тоже обсуждали с вами это. И люди начинают прозревать, понимать. Их гнев оборачивается в сторону власти, которая все это допустила. Справедливый абсолютно гнев. И поэтому власть выключила этот момент тиражирования информации о том, как люди замерзают в Киеве и в других городах. Потому что здесь уже начинает работать формула «вашим салом, вам и по мусалам». Полагаю так. Ну вот, Максим, вот но мое видение. тогда получается, если мы можем констатировать, что, в общем-то, удары по энергетике не добились целей, российские имеется в виду. То есть задача же, понятно, остановить ВПК, остановить производство. Там военные специалисты говорят о том, что это ведь не только... Ну вот ошибка была изначально. Помните, нам рассказывали гаражные кооперативы, ну вот это в каждом доме, в каждом подвале. Ну да. Будут мастерить дроны, будут там что-то делать. Но ответ соответствующий, да, получается, да, и как бы тут очень сложно посчитать военную выгоду, потому что это, военная тайна, одна сторона прячет эти потери, другая преувеличивает, и так работает на встречных курсах. Однако Зеленский же, видите, как он выглядит? Убийство генерала. Вчера был бодрый отчет о том, что орешники полетели, точнее, по орешникам полетели фламинго, во как. То есть Капустин Яр он бил. Бил, не бил, долетели, поразили, не поразили. Генштаб официально украинский говорит, какой-то ангар поразили, кого-то там даже эвакуировали. В обращении Зеленский говорит, молодцы, я не могу сказать лично кого, в общем, благодарит и растекается в такой сладостной улыбке о том, что вот смотрите, мы сильны, мы поставили план увеличивать количество убитых россиян. То есть, еще раз, происходит вчера обмен. История одного из, скажем, обмененных вообще поразительна. Он там 3 года считался мертвым. Есть генетическая экспертиза. Я так понимаю, что родные, может, претендовали, наверное, я не знаю как, но то ли по частям, как сейчас они приняли решение, то ли, собственно, каким-то другим образом они как бы попытались, в общем, получить эти деньги. Это что теперь? Вроде радость большая. Живые люди, да, все-таки есть после таких мытарств. Но с другой стороны, мы видим другую историю, что как генетическая экспертиза проводится, и так далее. А Зеленский говорит о том, что как бы убивать русских надо 50 тысяч. Понимаете, вся цели войны сводятся уже даже не к границам 91 года, еще не к чему-либо. Они сводятся к количеству мертвых. Даже вот его комментарий, что чтобы захватить Донбасс силой, россиянам надо 800 тысяч трупов. Представляете? Это тоже как какая-то тотальная некрофилия. Это нормальный процесс на 4-м году войны? Да нет, мы же понимаем с вами, что нормально. Если речь идет о нормальности процесса с точки зрения достижения мира и какой-то корреляции слов и действий, их совпадения, то, конечно же, это ненормально. А самое главное, это настолько подтверждает когда-то версию о том, что он заинтересован в продолжении войны, а сегодня, по-моему, это не версия, и не это доказанная уже теорема. Причем главным доказательством ее или одним из главных выступает он сам, его действия, его заявления. Это, как есть такой постулат в праве, совокупность доказательств, разумных доказательств, объективность которых не требует вообще никакой иной доказанности. Вот, все видно, все видно, что есть прослойка
в украинском обществе, которую, к сожалению, возглавляет он, который обладает властными полномочиями и как бы представляет страну на мировой арене. И эта прослойка крайне не заинтересована в том, чтобы война закончилась. Эта прослойка уверена в том, что она успеет уехать, убежать, спрятаться в бункеры, в метрополитены, куда они там прячутся. На Западной Украине, в центре. А потом тихонько выехать. А может быть, она уже давно, по сути, управляет всеми делами, выехав. Не зря же сын Трампа говорил, что такое количество, что самые дорогие машины в Ницце и в Монте-Карло – это машины с украинскими номерами. Те, кто сегодня пожирает Украину с помощью войны, они находятся в безопасном месте, либо чувствуют себя безопасно в Украине. Я очень надеюсь, что это их чувство будет ложным. Но в целом, мне кажется, столько уже было аргументов приведено к тому, что этот человек не заинтересован в окончании, что уже добавлять нечего. Само его вчерашнее заявление о том, что Украина должна подойти к миру в 27 году, мягко говоря, может вызывать только злое удивление. Как в 27 году? Почему в 27 году? Почему не в 26 году? Что за проблема? Тебе уже твой слуга зеленый Ким говорит о том, что ну все, уже люди устали, им, они хотят мира, им не интересно сейчас слово территория, или интересно, но потом уже во вторую, в третью, в 17-ю очередь. Людям мир нужен. Это сегодня самое главное. Все об этом говорят. Американцы об этом говорят. Рютте приехал, говорит о том, что выступает у нас в Раде и говорит о том, что нужно согласиться на сложные решения. Давайте. Это чудная Каллас об этом говорит. Ну, что еще нужно? Самое главное, если ты считаешь себя президентом украинцев и Украины, то ты их должен слышать и видеть. Ты их должен чувство понимать. Но мне кажется, он настолько далек от этого, и ему настолько это неинтересно. Все эти провокации, о которых мы тоже говорили с вами в эфирах, как касательно танкеров, которые там не захватили, а подожгли 1, 2, 3 танкера в одном море, во втором. Это что, нанесло какой-то стратегический или хоть даже тактический ущерб обороноспособности или мощи экономической России? Нет, не нанесло. Более того, вот эти дешевые выбросы о том, что вот буквально завтра их экономика в очередной раз наебется, это я слышу и читаю в украинских СМИ и от их экспертов уже, от властных, в смысле, экспертов, уже 4-й год. Да ничего там пока не собирается падать. У них бюджетный дефицит в 40 миллиардов долларов максимум. Ну, что такое для России 40 миллиардов долларов? Ерунда. С учетом размеров этой страны, начни там просто сейчас масштабные инфраструктурные проекты, дороги просто тупо строить из одной точки в другую, соединять одни точки с другими, порты расширять, углублять и так далее и тому подобное, бросать деньги в машинное производство, в судостроительство. Я сейчас специально не говорю об оборонной промышленности или о военной промышленности. Уже этого хватит для того, чтобы насытить собственную экономику и деньгами, и рабочими местами, и впоследствии налогами и отчислениями. Повлияет ли это на инфляционные процессы? Повлияет. Ну и что? Переживут. Они переживали и не такое. И они, и мы, когда в Советском Союзе жили. Самое главное, что Россия сегодня – это страна с сумасшедшими возможностями, богатствами, скрытыми, нескрытыми богатствами. И достаточно, извините за тавтологию, самодостаточно. Тоже говорили мы с вами о том, что если представить себе ситуацию, когда вот железный занавес полностью окружит границы этой огромной страны, что с ней будет? Да ничего не будет. Ее возможностей внутренних хватит на то, чтобы жить. В отличие от многих других стран. Поэтому какая бредовая идея надеяться, сидеть и надеяться на то, что у них там рухнет экономика и скоро они сами все в плен сдадутся. Да ничего похожего не будет. А самое главное другое. Вот знаете, с одной стороны, Александр, мы во многих эфирах ходим вокруг одной и той же точки. Но точка эта называется
Можно ее назвать «Мир для Украины». И поэтому вокруг нее можно ходить много раз, чтобы этот мир все-таки наступил. Я имею в виду анализировать, доказывать, показывать людям первопричины, показывать им причинно-следственные связи. И поэтому я согласен с вами, нужно это делать. Это и должен быть сегодня лейтмотив для любой подобной аналитической передачи, аналитической информационной передачи. Это все верно. Но просто мы все равно приходим к одному и тому же знаменателю. Мир для Украины в любом сегодня виде – это возможность и надежда на оставление ее на географической карте. Это возможность примирения, пусть со временем, вы задавали тоже эти вопросы, на это тоже уйдет время. И все-таки это возможность на примирение с соседями и начало развития, начало восстановления и развития страны. Не мир для Украины, продолжение сегодня войны. Это приближение применения в отношении Украины всего возможного оружия, которое есть в России. Ну, И нам не же как только, и говорят, не ну только нет такого орешник. оружия. Нам же говорят, нет такого оружия, нет. Да и ядерно вообще ничего там не взлетает, не стреляет, понимаете. На фоне ДСНВ, который там вчера закончился, этих всех разговоров с американцами, ну, не подписали о стратегическом наступательном вооружении. Теперь считать боеголовки бессмысленно, и сколько это продлится, непонятно. То есть, ну нет этого оружия, ну все Саша, там это знаете, у меня поросло. в классе был, когда я школьником был, один соученик, ну, долбоюноша такой, от рождения. Он хороший, добрый, но долбоюноша. И он в классе к розетке подходит и смотрел на нее, смотрел. Ему кто-то говорит, да не надо, не лезь, током ударит. Он, так как ударит? 2 дырки. И пальцы туда, епысь, встает, ну, жив, все, ну, вот такая шевелюра на голове, глаза выпучены. О, блин, ты смотри, ударила. Это пример того, вот вы говорите, да не долбанут, да нету у них, да не взлетает, да еще что-то. Если бы не было и не взлетало, и не долбанули бы, и этого бы страха не было, давно бы, я думаю, разверзлась бы война уже между НАТО и Россией, намного более полноценная, с применением со стороны НАТО всех своих возможностей. Если бы они считали, что русские не в состоянии будут ответить точно так же, а может быть даже и похуже. Поэтому тот, кто это говорит, конченый негодяй, который пытается окончательно задурить головы украинцам, и не только украинцам, и подставить Украину и украинцев под эти самые удары. Вот о чем идет речь. Россия на сегодня не третья экономика мира и даже не пятая. Да, они там по паритету покупательной способности в каких-то хороших местах, но паритет этот – это не самый важный показатель в жизни. И будучи не пятой экономикой мира, они на самом деле не могут себе позволить войну до бесконечности. И эти термины, они сжимаются. И все это понимают, и в России это понимают. И в случае, если они увидят, что будет происходить какая-то катастрофическая ситуация на фронте, либо еще с чем-то и опасность для их державности, они, извините, они применят все возможные вариации для того, чтобы тему закрыть. А всех возможных вариаций осталось, по-видимому, не так много. Потому что были бы другие, я не военный стратег, но я думаю себе в голове. Были бы другие, не было бы это все 4 года. Вот такая моя точка зрения. Мгм. И их намеренно сегодня подталкивают к тому, чтобы ситуация стала намного более страшной и плачевной для Украины. Как для них, не знаю. Я гражданин Украины, меня чрезвычайно волнует то, чтобы страна осталась. Максим, тут такой эпизод, который тоже требует вдумчивого анализа. Значит, нам говорят о том, что, опять-таки, украинская сторона требует на этих переговорах в Абу-Даби
неких гарантий, что Россия не пойдет на Одессу. Да, я читал это. Дальше мы слышали, что Россия, в свою очередь, требует признания всеми странами территориальных приобретений и, понятно, вывода войск из Донбасса. Зеленский артачится, говорит, ничего этого не будет, и вообще кто там признает, кто-то не признает условный Крым, да, то есть ни на что не повлияет. Он вчера так был потужен вместе с Туском, да и в обращениях своих. То есть он как бы воспрял, да, духом и, судя по всему, проскочил мимо этого Абу-Даби, да, опять, собственно, мы идем какую-то оттяжку, видим какую-то оттяжку в переговорах. А что из себя представляют в этой войне гарантии? Сейчас какая-то вообще очень интересная история. Одни говорят, так подождите, какие гарантии, давайте войну закончим, а потом сядем и договоримся о гарантиях. Другие говорят, нет, без гарантий нельзя останавливать войну. Третьи говорят, что гарантии более сложный вопрос, чем территории. Четвертое, что нет, территории принципиально важны, потому что если уступить территории, то все как бы обрушится, в Украине будет хаос, в Украине будет гражданская война, и, в общем, распадется, развалится, будет такой, знаете, латиноамериканский сценарий такой, где там будут банды бродить, еще и как бы прошедшие фронт. Что вы думаете о гарантиях и территориях? Во-первых, я думаю, что латентная гражданская война уже потихонечку набирает обороты. Сначала это гражданское население против ТЦК. Чуть позже к этому присоединятся дезертировавшие солдаты и офицеры. Еще чуть позже те, которые будут убраны с линии фронта, ну и так далее. Я думаю, что, к сожалению, это очень реальный шанс, простите, очень реальная вероятность для нашей страны ворваться в ту или иную видимость, в тот или иной вариант гражданской войны. Я думаю, к этому многое идет. И полагаю, что вероятность такая превышает уже 60%. Это раз. Два. Касательно гарантий. Я читал то, что предлагали до этого западные страны Украине. Кто-то говорил о том, что это должно совпадать абсолютно с пятой статьей их натовского договора, о том, что если кто-то нападет на Украину, то все НАТО тут же немедленно нападет на того, кто нападет на Украину. Но не будет такого. Украина не член НАТО, и весь альянс никуда нападать не будет. Это тоже очевидно. И гарантии все, о которых говорили западные гарантеры, они заключались в том, что немедленно возобновятся санкции в отношении, или настроятся санкции в отношении напавшего на Украину. Ну, подразумевается же Россия в данном случае. Немедленно возобновятся санкции, немедленно будут поставляться вооружения, немедленно поедут военспецы, немедленно будут... Ну, то есть, немедленно будут делать то, что делают вот эти годы. Вот, собственно, все гарантии. Других гарантий никто не дает. Никто не говорит о том, что мы тут же увяжемся за Украину в бой и тут же пришлем все свои войска и вообще объявим войну тому, кто на нее нападет. Еще раз, Украина не член НАТО и не будет этим членом НАТО. Это все было заведомо ложной идеей для того, чтобы одурачить украинский народ. Вот, собственно, все о гарантиях. Теперь касательно вашего замечания, насколько они будут жизнеспособны, живоспособны. Вы знаете, я предполагал это и раньше, но сегодня уже Лавров подтверждает, что у них давно идут тайные переговоры с теми или иными представителями европейских правительств. Недавно полуофициально туда приехал в Москву советник Макрона. До этого общались с германским лидером не общественного, а правительственного мнения. И тоже об этом так тихонечко сегодня начали говорить. С англичанами общаются. То есть, процессы общения идут. Вы посмотрите, Европа не то чтобы... Европа перепугана экстравагантностью и неопределенностью, непостоянством Трампа, начинает судорожно искать какие-то вариации других взаимоотношений. Каждый месяц подряд к Си Цзиньпиню летят то Стармер английский,
То Мерц напрашивается навстречу, то Макрона туда пустят. Они летят, о чем-то пытаются договориться. Урсула дер Ляйен едет в Индию, заключает там договор о зоне свободной торговли. Подтягивают к себе Австралию. Европа сегодня столкнулась с кризисом, и власть европейская понимает, что долго рассказывать, что Путин виноват, не получится. Промышленность гибнет, нужно что-то делать. Нужно куда-то девать и продукцию, на какие-то рынки работать, если американский настолько непостоянен и так далее и тому подобное. К чему это все? А почему из списка тех стран, с которыми уже контачат европейцы, нужно вычеркивать Россию? Да не будут они ее вычеркивать. Более того, они одни из первых побегут в Россию налаживать отношения, особенно по поставке энергоресурсов, как только война закончится. Побегут, потому что у них во многих вопросах жопа. Европейская экономика сегодня выживает, вернее не так, она еще живет просто на том еще скопленном благосостоянии европейских домохозяйств. К чему это все сказал? К тому, что договоры сегодня и обязательства не стоят по большому счету ничего. Есть старое выражение: договор является ничтожным с момента его подписания. Кая Каллас, которая сегодня, на удивление, представляет европейскую дипломатию, огорченно сказала недавно, что нет никакого миропорядка, нет никакого международного права. Все работает исключительно по праву сильного. Кто сильный, тот и прав, тот и забирает себе то, что он считает ему необходимым. Это я к тому, что по большому счету гарантии для восстановления и последствий развития Украины, как бы это для кого-то режуще не звучало в ушах, в башках, где чем там кто слушает, самые железные, самые наиболее, во всяком случае, реальные гарантии может дать Россия. Потому что она рядом, потому что она начала эти военные действия, она же их и закончит, не кто-то другой. Потому что она – это кладезь возможностей и кладезь и проблем, как жизнь сейчас показала, и кладезь возможностей для лояльного соседа. Не Америка будет поставлять энергоресурсы в Украину. Нет. Все это такая чушь, что мы сжиженный газ оттуда будем брать и будем себя чувствовать хорошо. Не будем. Дорого слишком. Бедные слишком. Не будем. И так далее. Я могу продолжать эту линейку, но вывод ее простой. Жить в мире с ближайшими соседями уготовано Богом. Это логично, это разумно. Неразумно сраться и воевать с ближайшими соседями. Особенно, если эти соседи могут вбить тебя в землю по самую макушку. Собственно, ничего, мне кажется, ничего сложного в этой аналитике нет. Это, опять же, трезвый взгляд, житейская опытность и какое-то знание истории. И вот смотрите, Германия воевала с Россией на протяжении нескольких веков. Как минимум, если отбросить там тевтонские ордена и прочее, то с 18 века перманентные войны. Но находились потом умные люди, которые связывали эти две страны, и впоследствии эти две страны, пока не воевали, чувствовали себя прекрасно. Бисмарк же даже когда-то сказал, что если нам удастся с ними заключить союз, то это будут две самые непобедимые державы мира. Да, это было в 19 веке, но между тем. И после Второй мировой войны у немцев хватило ума договариваться с Россией, несмотря на то, сколько зла они причинили в целом советскому народу, людям, договариваться и стараться работать. А тем более, если мы сегодня ведем речь об украинском и российском народе. Это сам Бог велел быстрее замирить эту тему и идти дальше. Еще раз, я отлично понимаю, сколько горя причинено.
Я понимаю, сколько людей погибло. Отнюдь не 55 тысяч, о которых врет Зеленский. Нет, конечно. Вы привели, кстати, идеальную арифметику. 55 тысяч – это действительно 20 тысяч городов. Это если по 3 тысячи на город, что ли? Ой, по Нет, три почему? человека, По три. по три человека на город Да. погибло. Да на любое кладбище поехать, и просто оно бесконечное. Не зря же вице-премьер Кулеба сказал, что единственное, что объединяет сегодня Украину, это кладбище. Это, кстати говоря, как у него это сорвалось, я не знаю, на каком он эмоциональном был всплеске, но он здесь прав в прямом и в переносном смысле. И эта же фраза касается вот того вашего вопроса о возможной гражданской войне. Ведь на самом деле сегодня все, что объединяет страну, это только горе. А оно точно не является великолепным объединителем и долговременным объединителем. Резюме. Мы с вами каждую программу доказываем, что первое, мир для страны жизненно необходим, не будет никаких лагов, как по-русски, ну, временных лагов, не будет никаких оттяжек для того, чтобы мы вот сейчас возьмем, чуть-чуть надышимся и заново куда-то побежим и всех завоюем. Нет, такого не будет. Сегодня ситуация обострена с обеих сторон, и она либо закончится полным уничтожением страны, либо все-таки возможностью ее возрождения. Второе. Тот, кто педалирует за войну, тот, кто любыми способами говорит, доказывает, что да, да, мир будет, но не сейчас, а когда-нибудь там вот потом, да, а сейчас нет, конечно, сейчас я вот дал очередное задание и так далее. Тут есть враг, потому что, потому что, ну, потому что мир и жизнь для Украины – это аксиома. А тот, кто говорит, что нет, не нужен мир, значит, он говорит, нет, не нужна жизнь. І слушать этих взвейся-развейся, которые будут рассказывать о том, что як це так, віддали там землю, еще что-то віддали, просто не нужно. По той причине, что кроме как говорить, они делать больше ничего не будут. Они могут собраться у какого-нибудь лондонского посольства с украинскими флагами, прокричать гимн, пропеть его, речевки какие-нибудь, но это все, на чем они закончат. А настоящие военные, которые воевали, которые это все на себе выносили и проходили, они точно так же понимают, что ситуация катастрофическая, что все идет к обнулению. Если Буданов говорит, правда, он сдержанно очень говорит, но между тем говорит о том, что мир сегодня жизненно необходим. Ну, какие еще нужны доказательства? До этого говорил это Кривонос. Сейчас он тоже, кстати, замолчал, его не видно, не слышно. Поэтому вот два пункта, которыми можно было бы завершить вопрос о вот этой полемике. Гарантии, а мы победим, а вот мы сейчас скоро. Да нет, нет. Сегодня ситуация выглядит не так, чтобы мы сейчас скоро. Понимаете, в чем еще есть такая специфика вот этих всех разговоров? Вы далеко не единственный, кто утверждает, что или мир как надежда на то, что Украина сохранится, или Украина не сохранится. Но понимаете, тут тоже есть еще такой, как болевой порог, да, болевой порог заявлений. Причем сама власть, этому посвятили небольшой отрезок нашего интервью, она сама в этом виновата. Я имею в виду вот эти все гонения, преследования. Ну, то есть преследуют, устраивают травлю, выдавливают из страны, сажают. А потом, спустя какой-то промежуток времени, у кого-то полгода, у кого-то год, у кого-то там 2 года, выясняется, что это не кремлевская пропаганда. А ТЦКшники существуют, которые могут завалить мужика в Одессе ногами и бить по голове возле буса, понимаете? Который уже скручен, схвачен, завален, лежит, и они вот будут мутузить, и опять эти женщины там снимают. Ну, это, наверное, будет недолго тоже, видите, у системы есть как бы ответы. Сегодня сообщили, что решение суда нашли в реестрах в Харькове.
женщины 17 тысяч гривен штрафа выписали. За что? За то, За то, что снимал? нет, за то, что пыталась там оттащить полицейского, короче, отбить мужика. Про ТЦКшника ни слова в решении суда. Ну, мы понимаем, да, полицейскому помешало, 17 тысяч тебе. Понятно, что у людей таких денег нет, но тут тоже может сработать обратный эффект. Ну, так, елки-палки. Конечно, нет таких денег, например, тогда взять за штраф и отвалить 17 тысяч, поэтому берите. А все равно как бы люди будут продолжать противостоять, это в контексте гражданской войны. Меня интересует вот один такой вопрос. А вот все говорят, или шанс сохранится, или ничего не будет. А если ничего, если не будет государственности, то что будет? Вот это вот большая проблема, очень, кстати, большая. Мы слушаем, например, россиян, и мыслителей всяких, и официальные лица, они там что-то, в общем, формулируют, но они же тоже не дают образ будущего для Украины. От слова совсем. Нет, они дают образ будущего для там, Донбасса, для вот этих областей, которые в их состав включены, там, Запорожье и так далее. Ну, сейчас мы не видим этого образа будущего. То есть, а у нас что будет? У нас будет как бы как один большой Мариуполь сейчас, или, например, какой-нибудь другой город, которому даже ну, КАМАЗы, грейдеры не подъехали, чтобы это все сравнять с землей, чтобы что-то новое построить. То есть это же пугает. Когда мы говорим, что шанс на мир, это понятно. Соблюдение нейтральности, процветание, нормальные какие-то плюс-минус, хотя бы образованные по своей специфике люди занимают какие-то ключевые посты, страна каким-то образом развивается, пытается, ну да, вот выкарабкаться, строит отношения, обновляет отношения с кредиторами, обновляет отношения с Россией, все понятно. А этот вариант, этот куст сценария, когда Украины нет, а что есть? Самый опасный и самый страшный вариант – это, конечно же, война в отношении Украины с применением ядерного оружия. Тогда долгое время ничего нет. Я не радиолог и не физик-ядерщик, но давайте в 1986 году бабахнул Чернобыль, и на протяжении нескольких десятков лет огромная территория Украины называется зоной отчуждения. Да, там живут зверушки, и туда сейчас начали возить экскурсию, смотреть на этих зверушек разноцветных. Но, собственно, это не то, что не цивилизация, это сегодня дикое место. Нужно ли здесь рассказывать о последствиях применения уже современного ядерного оружия по стране? Ну, я думаю, не нужно. Кто очень любит апокалипсисы, ну пусть посмотрят соответствующие апокалиптические ролики, результаты применения современного или прогноза, или моделирования применения ядерного оружия по городу, по какому-то цивилизованному месту. Это самый страшный вариант. Вторая вариация – это то, что может последовать за разгромом на фронте и вот тем самым множеством вооруженных формирований, различными и быстро сменяющимися военными или квазивоенными режимами в Киеве, а может быть в другом городе, потому что где-то будет один батька, где-то сможет стать другой батька. И повторится история 20-х годов Украины, Махновщина, зеленые, петлюровцы, пришли немцы, ушли немцы, поляки с другой стороны поперлись, ну и так далее. Такое себе современное дикое поле, о котором в том числе говорили в этом же вот сегодня вы. Вы говорили о том, что такой разброд тоже возможен. Да, это действительно возможно, если никто не будет вмешиваться в эти процессы, если на это махнут рукой и на какое-то время оставят без внимания территорию. Что это за собой повлечет? Ну, новые смерти, разграбление оставшегося, выезд тех, кто сможет выехать. Потом, возможно, через какие-то времена чего-то там формирование.
Это второй вариант того, во что может превратиться Украина. При этом хочу сказать, что страны, обладающие мощью по сравнению с ослабленной Украиной, не преминут вспомнить о своих территориальных претензиях. И под видом того, что они спасают тех или иных своих соотечественников, соплеменников, они просто заберут те части страны, которые были присоединены к Украине во время советской власти. Собственно говоря, карта может вернуться к тому началу 20 века, как выглядела Украина на тот момент, когда еще не вступила в состав Советского Союза и когда не обросла другими территориями. Это вполне реальный сценарий и вполне, к сожалению, жизнеспособный. Что касается вашего замечания насчет того, что русские ведь тоже не говорят, как они себе представляют дальнейшее сосуществование, да? Ну, отчасти они говорят. И Путин, и Лавров заявляли о том, что они видят себе сосуществование рядом с государством Украина. И называли, каким должно быть, по их мнению, это государство. Если коротко, максимально лояльное к России. Что такое максимально лояльное к России? Я полагаю, это что-то типа а-ля Украины времен Кучмы, например. Например, я полагаю. Я сейчас не настаиваю, а то меня начнут сейчас хватать за язык и пытаться там что-то, аргументы какие-то более современные приводить. Просто более лояльного не было. Украина Януковича не была более лояльным к России, чем Украина Кучмы. Кучма хитрый дядька, он как ласкового теля двух маток ссал. Умел петлять и между Россией, и между Западом, и в этом смысле надо ему отдать должное. В целом, «Месть географии», книжку, никто не отменял. Великолепный Талмуд, в котором написано о том, что нужно с пониманием относиться, где ты находишься, где находится твоя страна. И воспринимать все: соседей, их интересы, их возможности, их ум и, наоборот, не ум. Ну, каждый же человек, равно как и государство, сочетает в себе разные вариации поведения и психологических настроек. Так и это. Нужно понимать это. Нужно понимать, нужно оценивать, нужно взвешивать, нужно настраивать свое поведение. И тогда более-менее все получится. Так и, в общем-то, Украине по итогу придется вести себя именно так. Я не вижу в этом сдачу государственных интересов. Если от моего поведения моя семья будет жить сыто, комфортно, уютно, к ней не будут через забор лазить соседи, чтобы подраться, выкорчевать дерево, забрать яблоки с этого дерева или отравить собаку. И у меня будет взаимопонимание с соседями, и они будут помогать мне, а я им буду там чистить снег, а я им буду помогать водопровод чинить, когда у них что-то случилось. То я считаю, что это не против моего дома и не против моей семьи. Это говорит о том, что я правильно настроил взаимоотношения с теми, с кем живу рядом. И от этого никто не страдает, а наоборот приобретают. А если у нас будут какие-то неполадки, нелады, непоразумения, как по-русски? Недоразумение, да? Недоразумения, то я пойду спокойно разбираться с этим. И я думаю, мы найдем общий знаменатель с этими самыми соседями. И дальше будем жить точно так же, помогая друг другу. Вот этот вариант жизни и развития для Украины оптимальный. Да, я абсолютно не отбрасываю необходимость разумной интеграции с европейской цивилизацией. Абсолютно. Зачем? Хорошее оттуда надо брать, хорошему учиться, смотреть, как у них, приобретать. Но перенимать все, перетягивать все на себя, забывать о себе, забывать о своем прошлом, своей истории, своей вере, это и есть идиотизм. Это и есть то, что приведет
страну в очередной раз к разрухе. Помните, как говорил Преображенский? Он говорил, если я у себя дома буду мочиться мимо сортира, и то же самое будет делать Зина и Дарья Петровна, у меня в клозете настанет разруха. И если я вместо того, чтобы оперировать, буду петь хором, у меня настанет разруха. Стало быть, разруха не в клозетах, а в головах. Так и у нас. И возвращаясь к эфиру, который был до этого, когда вы сказали, что это пророческий, в общем-то, автор Булгаков. Вот абсолютное подтверждение нынешнего состояния нашей страны, подтверждение, которое было дано Булгаковым 100 лет назад. И, кстати говоря, вот это повторение истории все-таки хоть немножко успокаивает и говорит о том, что и в хороших смыслах, и в хороших вариациях история для Украины может и должна повториться. Если Зеленский за Украину, он сегодня должен педалировать за мир любым путем, любым способом. Он должен быть в Москве, он должен туда ехать, надо договариваться. Я все отлично понимаю насчет глубинных внутренних противоречий и, мягко говоря, ненависти, мягко говоря. Я все это отлично понимаю. Но если ты заявляешь, что ты за страну и за ее народ, едь, рискуй. Не надо выступать на трибунах Брюсселя, от этого ничего не изменится. Уже 4 года показало, что не изменится. Не сломят они направление движения России. Не сломят, не получится. И если ты действительно за то, чтобы люди в Украине не жили, не погибали, а жили, если ты за это, езжай в Москву, договаривайся. Отправляй свои бригады эти переговорщицкие. Не ставь им стопы. Не слушай Джонсонов и прочее отребье это западное. Если ты на самом деле за Украину. Действия намного более показательны, чем слова. Слова у него могут быть разные. Я, кстати, уже говорил вам, что бессмысленно верить в слова. Действия же показывают совершенно обратное. И то, с чего мы начали сегодняшний эфир, подтверждение тому, что это военная стратегия, это повлияет на обороноспособность или возможности русской армии, вот это покушение на генерала разведки. У них еще есть генералы разведки. И Много полков. генералов, да. У них, я думаю, кстати, да, у них, я думаю, много генералов. И полковников много. И боевых, и небоевых. Всяких всевозможных. Их много. Это что, выбило их из колеи? Нет. Захват не поджог этих нескольких танкеров выбило их из колеи? Нет. Тогда зачем все это? Ответ очень простой. Затем, чтобы мира не было. Затем, чтобы эскалация произошла. Затем, чтобы загорелось намного сильнее, чем горит сегодня. Нет других ответов. Все остальное это или самообман, или обман других. Так. Максим Гольдарб был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Вам спасибо. До свидания. Друзья, подписывайтесь на Максима, подписывайтесь на этот канал, где смотрите это видео. Пожалуйста, поставьте лайк и напишите пару слов в комментариях о том, что услышали, с чем согласны, с чем нет. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.